В огромном поместье миллиардер по имени Джонатан давно ощущал тревогу. Его сын, Эдвард, рос среди роскоши, окруженный блеском дорогих вещей и вниманием слуг. Но в поведении юноши Джонатан все чаще замечал холодность и равнодушие. Он видел, как Эдвард с легкостью пренебрегает другими людьми, как его смех отзывается пустотой, и решил проверить, каким человеком стал наследник на самом деле. Однажды утром Джонатан покинул дом в потертой одежде. Старый свитер, потертые ботинки и заляпанная кепка почти полностью скрывали его лицо. Перед зеркалом исчез облик уважаемого бизнесмена, оставаясь лишь человеком, которым можно было пренебречь. Он ощущал странное облегчение, словно снимая с себя не только одежду, но и груз долгой жизни, прожитой среди правил и условностей. Когда он подошел к дому, никто не обратил на него внимания. Эдвард находился в большой гостиной, погруженный в экран своего телефона. Джонатан, притворяясь нищим, попросил немного воды. Реакция сына была мгновенной: насмешка, презрение, громкий смех, от которого казалось, что стены поместья содрогнулись. Эдвард ясно дал понять, что место бездомного на улице, среди таких же, как он, и не здесь, в роскошной гостиной. Слуги, наблюдавшие за сценой, не осмелились вмешаться. Джонатан ощущал, как внутри него что-то ломается. Он надеялся увидеть хотя бы намек на доброту или сострадание, хотя бы каплю уважения к другому человеку. Но вместо этого он встретил лишь унижение. Легкий осенний ветер доносил до него запах гари камина и аромат свежего хлеба из кухни, казалось, еще сильнее подчеркивая контраст между роскошью и его собственным положением. Когда Джонатан вышел за дверь, он снял кепку и показал свое настоящее лицо. Эдвард побледнел, его насмешливый смех мгновенно исчез. Отец больше не скрывал цели, он хотел узнать, что находится в сердце сына, и теперь получил ответ. Джонатан оставил сыну его прежнюю жизнь, лишив денег и роскоши, и ушел. Эдвард впервые оказался один, без поддержки, без богатства и с тяжелым эхом собственного смеха, который теперь звучал как приговор. В тишине пустого дома он впервые ощутил холодок страха и пустоты, который раньше обходил его стороной. Каждый шаг по длинным коридорам напоминал о том, что все его привычные привилегии исчезли, и теперь ему предстоит встретиться с миром таким, каким он был для других, строгим, требовательным и безжалостным. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.